Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим топовые трибридные наушники от компании SIMGOT стоимостью $440. И приходят они в очень крутой квадратной черной коробке с реально классным оформлением. Тут наверху написано «Привет искусству и науке», а на лицевой части имеется необычный абстрактный рисунок и надпись «Мечта». И чуть ниже указана конфигурация излучателей в этих наушниках. А еще ниже указано название модели, а именно EM10. Ну и здесь находится код для проверки оригинальности этого продукта. И уже здесь указаны все технические характеристики. И находится график частотной характеристики наушников. И за звук в этих наушниках отвечает действительно мощная и редкая связка из одного динамического драйвера, 8 арматурных излучателей и одного пьезоэлектрического драйвера. А чувствительность составляет 120 дБ, и они получили 41 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Гарантийная карточка. Карточка с росписями всех инженеров, которые участвовали в создании этого продукта. Наушники. Один из лучших и по-настоящему аудиофильских кабелей с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Вы можете поставить сюда как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный 3,5 мм джек. Фирменный кейс для хранения наушников. Два набора силиконовых амбушюр. Сертификат качества. Инструкция по использованию наушников. Ну и смотрятся эти наушники, как по мне, абсолютно прекрасно, и сразу видно, что перед нами вот он, истинный флагман. Лицевая панель здесь выполнена из металла, левый наушник серебристый, а правый черный, и еще тут имеется надпись Dream на обоих наушниках, и чуть ниже находится отверстие для компенсации. А здесь расположен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится надпись с конфигурацией используемых излучателей в этих наушниках, и указана маркировка канала, правый и соответственно левый. Ну и отдельно стоит похвалить за решение сделать внутреннюю часть корпуса здесь из медицинской черной смолы. Да и звуковод тут определенно хорош, он достаточно широкий и самое главное длинный, поэтому амбушюры сюда можно поставить абсолютно разные и без каких-либо проблем. И несмотря на то, что на звуководе тут нету бортика, держатся они отлично. Ну и с посадкой и удобством здесь полный порядок. Лично у меня эти наушники в ушах сидят идеально. Использовал я их, конечно, шикарным комплектным кабелем. И что с комплектными амбушюрами, что с любыми другими есть надежная посадка и шикарная звукоизоляция. И даже есть ощущение, что эти наушники будто прям под меня делали. Реально сидят отлично, хоть весь день напролет могу я пользоваться этими наушниками. За это однозначно от меня респект. Ну и стоит сказать, что на раскачку эти наушники, конечно, будут более требовательными, чем другие внутриканальные наушники. Например, в сравнении с моими основными наушниками T-Audio Hype 4. Но даже современные небольшие ЦАП-усилители без проблем их раскачивают, поэтому за это можете даже не переживать. Ну и так как сейчас действует распродажа, вы сможете приобрести топовые трибридные наушники SIMGOT EM10 по очень приятной цене еще 7 дней в официальном магазине компании Linsol на AliExpress. Ссылка будет в описании, и также не забывайте в описании к товару ознакомиться со всей информацией более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат трибридные наушники SIMGOT EM10. Вот так выглядит их график частотной характеристики, и у этих наушников есть усиление низких частот на 12 дБ с немного смещенным акцентом на саб-бас, в отличие от мид-баса, который тут слегка ослаблен, как и область нижней середины, что делает звучание здесь более легким и менее теплым. Ну и плюс от того, что мид-бас тоже немного ослаблен, определенно есть, так как это убирает излишнюю
лишнюю низастость у вокала и у инструментов, делая звучание в некоторой степени более свободным и открытым, что точно хорошо сказалось на общей подаче звука в этих наушниках. А вот область верхней середины получила тут заметное подчеркивание и усиление, что делает звучание в этом диапазоне более резвым и энергичным, и очень подчеркнутым на транзиенты и атаки у барабанов. И во многих композициях это прям куда лучше и интереснее заходит, чем в нейтральных и просто теплых по подаче наушниках. Да и высокие частоты тут точно получились рекордно хороши. Они крайне продолжительные, с отличным разрешением, небольшой ям на 10 кГц и с грамотно расставленными акцентами. В общем, с точки зрения тюнинга тут полный порядок. И любители более энергичной, крайне воздушной и прозрачной подачи точно здесь будут довольны. Ну и конечно, про сравнение с моими референсными наушниками в плане тюнинга я не забыл. И как видите, у Hype 4 мы имеем немного меньше саббаса, но зато чуть больше мидбаса и нижней середины, что делает звучание здесь более весомым и теплым. Да и область верхней середины тут получила меньше усиления. Поэтому Hype 4 звучат менее энергично и более гладко и аккуратно в этой области, что, например, хорошо подойдет тем, кто любит слушать наушники на большой громкости. А вот по высоким частотам разница тут небольшая, и наушники идут практически в паритете, но при этом звучание в этом диапазоне тоже заметно отличается. Симгод и M10 будут и поэнергичнее, и даже поострее, с небольшой добавочной светлостью здесь, то есть кому в Hype 4 было мало высоких частот, а я, поверьте мне, такие отзывы реально встречал, то в Симгод и M10 вам должно их точно хватить, но лично мне их точно достаточно, что в EM10, что в Hype 4. Низкие частоты в EM10 определенно сразу впечатляют с первого прослушивания, особенно в области саббаса. Здесь чувствуется и глубина, и густота, но без какой-либо перегруженности. Саббас тут мощный, но не излишне доминирующий, как, например, в реально бассхедных наушниках, так как в этих наушниках он остается максимально контролируемым, собранным и плотным, да и удары бас-бочки или глубокие синтезаторные ноты ощущаются как крайне телесные и увесистые, но не перетягивающие на себя излишнее внимание. При этом отмечу, что низкие частоты тут совершенно не замыливают общую картину и прозрачность нижней середины. Вот что я считаю очень важно, так как они имеют четкую структуру и при этом отличную текстуру и крайне отчетливую слышимость сатурации. Поэтому звучание на выходе здесь остается сбалансированным, прозрачным и слоистым. А инструменты в нижнем диапазоне звучат очень естественно и натурально, будь то это бас-гитара или контрабас. И буквально каждый малейший отзвук чувствуется крайне отчетливо, так как на атаку бас тут точно не скромен. И особенно мне понравилось, как бас крайне уверенно и гибко буквально подстраивается под динамику любой музыкальной композиции, совершенно не размывая средние частоты и создавая очень крепкую и буквально сконструированную основу для остального звукового спектра. А средние частоты в Симгод EM10 передаются с подчеркнутой и явно добавочной динамикой, энергией и просто безумным богатством деталей, что делает их звучание особенно выразительным и одновременно притягательным. Забудьте про сухие и скучные по подаче наушники, так как эти наушники буквально наполняют музыку необходимой живостью и энергией, с прекрасно отработанными и быстрыми переходными процессами, так как именно это позволяет четко воспринимать быструю ритмику, например, в тяжелом металле или роке, и различные мелодические партии, которые в этих наушниках приобретают выразительность и, я бы даже сказал, свой особенный характер. А вокальные партии в этих наушниках звучат очень плотно и насыщенно, с особой четкостью и разрешением и с заметным эффектом близости исполнителя, будто он прям раскрылся в это особенное прослушивание для вас. И отмечу, что даже на многослойных музыкальных треках детали и различные нюансы с послезвучиями в этих наушниках не сливаются в единое и непонятное цельное месиво, а наоборот, сохраняет индивидуальность, что делает воспроизведение естественным и очень атмосферным, буквально погружающим вас в музыкальный материал, будь это какой-нибудь легкий эмбиент или что-то более тяжелое и оркестровое. Да и инструменты в среднем диапазоне, будь то гитары, клавишные или струнные, сохраняют свою текстурированность и слышимость отдельных нюансов, будь то это касание струн или легкий остаточный шлейф от клавиш. И меня особенно радует, что эти наушники
передают реверберацию и акустические эффекты, придавая заметную глубину звуковому полотну. И благодаря именно такому подходу средние частоты в этих наушниках остаются не только плотными и насыщенными, но и обладают определенной ритмичностью и некоторой универсальностью, что особенно очень приятно для прослушивания очень динамичных композиций и живых записей. Да и в целом, как по мне, эта модель очень универсальна. Ну а в верхнем диапазоне SIMGOT EM10 демонстрирует прозрачность и тонко выдержанную грань техничности, и некоторую добавочную светлость и искристость, особенно заметную на тарелочках и перкуссии. И поверьте мне, им тут уделяется должное внимание, так как эти наушники обладают буквально выдающейся прозрачностью и точностью воспроизведения, что придает звуку и небольшую легкость, но и очень необходимую воздушность, без утомления вашего слуха при длительном прослушивании. И на мой взгляд, этот диапазон проработан буквально с исключительным вниманием к деталям, благодаря чему даже самые тонкие нюансы, будь то звон колокольчиков, тарелок или верхние обертона струнных инструментов, проявляются отчетливо и с естественным и очень продолжительным послезвучием. И самое главное, мне понравилось, как четко здесь выдержана вот эта грань между крайне выделенной техничностью, аналитикой, что даже плохо сведенные композиции эти наушники разберут на самые микромолекулы, но при этом они очень хорошо избегают резкость или шипения, то есть они отлично сохраняют контроль, не становясь излишне резкими даже на сложных и перегруженных композициях. И именно это делает длительное прослушивание этих наушников комфортным и неутомительным, что, как по мне, является важным фактором при выборе наушников. При этом в самом верхнем диапазоне или так называемой зоной бриллианса, которой эти наушники очень хорошо могут похвастаться, тут заметен точный акцент на микродеталях, что добавляет звуку дополнительный уровень глубины и той самой смелой заявки на реально аудиофильский и хай-файный уровень. Как по мне, SIMGOT EM10 выстраивают высокие частоты таким образом, что их прозрачность и воздушность идеально помогает раскрыть и всю звуковую сцену и расширяет пространство вашего восприятия, сохраняя приятную музыкальность и естественное звучание в этом диапазоне. И вы можете не только просто наслаждаться, прослушивая эти наушники, но и без проблем мониторить что-либо, например, как это делаю я при озвучивании своих обзоров. Таким можно с удовольствием хорошим вечерком переслушать любимые композиции, погрузиться в материал и еще раз по новой, с новым лучшим восприятием разобрать все композиции по частям, ибо эти наушники реально могут и делают это, как полагается, грамотно настроенным топовым наушником. А звуковая сцена в SIMGOT EM10 ощущается действительно открытой и просторной, что придает звучанию шикарный эффект присутствия и глубину, и при прослушивании она вас буквально обволакивает, создавая ощущение достаточно широкого пространства, в котором каждый инструмент получает свое место и не теряется в общем миксе. Разделение планов здесь реализовано так, что ближние и дальние звуки можно легко различить, вообще без каких-либо проблем, так как они не просто наслаиваются друг на друга, а воспринимаются с ясной градацией в пространстве, да и инструменты размещены естественно, и каждый из них ощущается отчетливо. Гитары, вокал, перкуссия, все находится прям вот четко на своем месте. Разделение инструментов в этих наушниках выполнено с очень высокой точностью, и даже в многослойных композициях каждый элемент воспринимается четко и отчетливо, не мешая остальным. И именно такое построение сцены позволяет глубже погружаться в музыку и воспринимать ее с более широкой, так скажем, перспективой, но при этом сохранять внимание к мелким деталям, расположенным в разных планах. А вывод у меня получился таков: SIMGOT EM10 это без всяких сомнений шикарные трибридные наушники, которые обладают приятным внешним видом и очень богатой комплектацией. И самое главное, по-настоящему прозрачным, техничным и очень детальным звучанием. И любители более резвой и энергичной подачи точно останутся довольны. От себя я эти наушники определенно рекомендую к покупке. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки, писать ваши комментарии. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока!